Привет, дорогие друзья! В сегодняшнем видео я вам покажу, как следует бороться с нацией. Потому что каждый из нас может сказать, что я могу сделать. Ну вот я-то здесь по-любому ничего сделать не могу. Как я на это могу повлиять? И плюс, можно сказать, Европа сейчас захватывается абсолютно странными вещами. То есть можно сказать четко, что приоткрывается то самое окно Авертона. Почему? Потому что раньше, допустим, там к националистическим и нацистским, неонацистским подразделениям и людям, которые от этих подразделений боялись даже подойти. Если были материалы, то они четко разоблачали эти вещи, неонацизм, привлечение туда детей, да, в эти лагеря и так далее и тому подобное. Вы помните, такие материалы были в Таймсе, а потом все изменилось. И сейчас все изменилось. Как будто бы после того, как Россия зашла в Украину, исчезли все украинские нации. Это четко видно. Это реальность происходящего. Можно с этим мириться? Можно. Надо ли с этим мириться? Нет, не надо. По-любому не надо. Короче, рассказываю историю, как это все произошло. Многие наблюдали это онлайн. Мы, прогуливаясь с женой по Барселоне, то есть я иду, общаюсь с женой, а потом смотрю, ее нет. Я говорю, ты где? Она говорит, смотри, что здесь на стене. И мы увидели объявление. Объявление гласило о том, что в университете Каталонии, с 18 октября по 18 ноября проходит выставка. Выставка работ величайшего фотохудожника. Это Орест Казацкий. Орест Казацкий это тот тип, который сидел в Азовстале. Потом этого Ореста Казацкого взяли, он сдался в плен. Подержали, помурыжили, потом отпустили. И вот теперь Орест Казацкий ездит по всему миру, рассказывает, я не знаю, правда, что это, чему там рассказывает, но он везде презентует свою фотовыставку. Потому что он просто фотографировал там бойцов, которые сидели в Азовстале, там фотографировал быт. И вот теперь это фотовыставка, и он, там даже кто-то его где-то номинировал на какое-то получение премии, теперь премия сорвется. Вот, и это проходит в университете Каталонии. У нас бы не было вопросов к Оресту, помимо того, что он неонацист, но если бы он сидел тихо. Потому что Орест засветился в своих соцсетях тем, что он испекал вот такую вот пиццу со свастикой, что он везде позировал в футболке 1488. 1488 не раз у него фигурировало в статусах. А это зашифрованный Адольф Гитлер, да. Вот. И, в общем, вот такие вот вещи делал. За несколько дней до того, как сдаться в плен, он это все почистил из своих соцсетей. Но есть архив, веб-архив, к примеру, у меня есть. И это просто доказать, что это есть. Короче, в общем, ты такое видишь, что можно было бы сделать. Можно было бы посетовать на это. Разозлившись, стукнуть кулаком на кухне. Я это говорю, чтобы вы понимали, что можно сделать. Можно было сказать, эх, сволочи, да все это Европа, понимаешь, и так далее, да? Можно было написать в своем телеграм-канале, к примеру, что смотрите-ка, до чего дошли. В общем, вся вот эта вот охи-вздохи. А можно было сделать что-то более конкретное. Это было с субботы на воскресенье. Поэтому я написал статус для телеграма, поставил его опубликовать позже на 8 утра по поводу Ореста. А до этого, до того, как он опубликовался, я написал в Твиттере ряд статусов с упоминанием университета, в котором проходит эта выставка. Я им, в принципе, написал «Зихайль» и опубликовал фотографии с Орестом. Также я сказал, что неплохо было бы дополнить экспозицию еще и вот этим вот. Статусы были написаны на испанском языке и на английском языке. На понедельник, то бишь на завтра, у нас было запланировано созвон с главой Союза журналистов Каталонии, для того, чтобы мы могли выяснить, что происходит, и каким образом на это можно повлиять. Кроме этого, у нас должен был состояться созвон с руководством университета. Можно ничего не делать, а можно пытаться что-то делать. И много раз может не получаться. Но если ты настойчив, а вот эта вот ситуация меня уже дошла до края, потому что какого ж ты хера сюда лезешь? Ты ариец нордический, выставляйся в Норвегии, если получится. А сюда, в страну, которая хорошо пострадала от нацистов, лучше не лезть. Поэтому в Телеграме я попросил подписчиков всех, давайте сделаем следующее. Давайте просто отправимся на Твиттер этого университета и напишем им коротко, к примеру, «Зихайль». Конечно же, с
посылом, что-то типа нездоровая ситуация вообще, и разместим фотографии. Подписчики откликнулись, слава богу. Никто из крупных каналов, подчеркну, никто из крупных каналов не сделал репост этого. Лучше всегда, конечно же, расходится информация, когда кто-то делает репост. Нет. К сожалению, ряд крупных каналов занят тем, что они просто постят там, фашист умрет там и так далее, да? Вместо того, чтобы заниматься тем, что может на что-то повлиять. Нет, сказали бы они, Европа нацистская, ни на что уже не повлияешь. Кстати, один так и написал в Твиттере, я написал, ну посмотрим. Масса подписчиков, за что я им крайне благодарен, в ножки кланяюсь, отправилась туда. Не оскорбляя этот университет, ни в коем случае, а просто давая им понять, что делают они неправильно. В университете, несмотря на то, что было утро воскресенья, на это отреагировали. Они моментально заблокировали возможность составления комментариев и начали с этим разбираться. После этого я знаю, что кое-кто из руководства начал проверять данную информацию. И когда проверил, по всей видимости, ахнул. И вот уже заявление университета, сделанное днем. Орест Казацкий. Нахуй отсюда. В связи с разоблачениями автора работ на выставке в библиотеке Ферраты сообщаем, что работы изъяты и что университету не было известно об идеологии лица, написавшего их. Университет радикально отвергает нацизм и сожалеет о создавшейся ситуации. Мы победили. Не имея репостов крупных каналов Телеграма, я специально пошел Маш об этом написал. Остальные, может быть, извините, может быть, кто-то где-то написал, но я же вижу репосты в статистике. Нет, никто. Наверное, сильно заняты. Или, может быть, отдыхают в воскресенье. Зато хорошенько провонялись либеральные белорусские оппозиционеры, да? Пророссийский блогер Шари устроил травлю защитника Мариуполя Казацкого, автора легендарных фото с Азовстали. Шари написал донос в Каталонский политехнический университет, в котором выставил Казацкого нацистом. Сторонники пропагандиста массово спамили в соцсетях университета, после чего там отменили выставку фотографий Казацкого. Ублюдки, блядь. И банили всех, кто выставлял фотографии, где он со свастикой. Белорусские оппозиционеры. Я вам хочу сказать, что можно сражаться с нацистами, не забрасывая университет бомбами. Я не бомбил всю Барселону из-за того, что какой-то нацик решил выставить свои корявые работы в университете Каталонии. А в университете Каталонии просто не проверили информацию, кто это вообще такой. Что это азовец, и лучше бы проверить, да? Мы не захватывали этот университет. Не заявляли, что это уже чужая территория и так далее. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Когда многие люди, я читаю эти комментарии, говорят, а как вы сражались с нацистами? Шариками? Да, шариками. Никого не убив при этом, не забрасывая бомбами левых людей, не отключая свет тем, кто не является нацистами. Можно сражаться по-разному, главное сражаться. Можно делать и вершить реально великие дела. Главное никогда не опускать руки и знать, что если у тебя не получилось сейчас, значит завтра ты будешь пробивать эту стену и в любом случае пробьешь. Послезавтра все равно пробьешь. Там пришли уже защитники, начали писать, что это все фейк, фейковые фотографии, но я знаю, что в университете получили доступ к веб-архиву этого Ореста Казацкого. Орест, конечно, говорит, что он Гитлера не любит, но это понятно, они все Гитлера не любят, когда их возьмешь за жопу. Я бы хотел, чтобы вы поняли мой основной посыл. Бороться может каждый с нацизмом. Не обязательно для этого начинать из пулемета пулять. А самое главное, не обязательно брать нациста, смотреть на него, фотографировать, а потом отпускать. Это, знаете, спортивная рыбалка. И на фотографии к этому видео я как раз таки на такой спортивной рыбалке, знаете, закутанный такой. Я говорю, давайте сфоткаем, чтобы я просто не забыл этот посыл про спортивную рыбалку и про настоящую борьбу с нацизмом. Еще раз выражаю огромную признательность своим подписчикам, которые это сделали. Сделали вот так вот за несколько часов. Не сделали бы сегодня, сделали бы совместными усилиями завтра без насилия. Пока.